Это просто вау. Пахнет остро. All Russian come, Alton kumpir. Как это вкусно! Это так вкусно! Это очень вкусно! Это очень вкусно! Это что-то! Привет из Турции! Сегодня я расскажу вам, что попробовать в Стамбуле и где можно поесть вкусно и недорого. Сейчас я плыву в район Артакёй. Обязательно тут побывайте. Полюбуйтесь знаменитой мечетью на берегу Босфора и съешьте не менее знаменитую картошку. Рядом с мечетью Артакёй я буду пробовать турецкую картошку кумпир. Она гигантская и с разными начинками. В сети часто пишут, что кумпир похож на нашу картошку из знаменитой сети «Крошка-картошка». Берите легендарный стритфуд Стамбула в любой из палаток. Цена везде одинаковая – 30 лир. Количество начинки на стоимости не отражается. I love you Russian. Russian very good, all lady very nice, all Shakira. Картошку промазали маслом и засыпали сыром. Из начинок предлагают соленья, различные овощи, салат из булгура, сосиски, сыр, что-то вроде оливье и густые соусы. I am big boss. All Russian come, Alton kumpir. And Shakira, nice to meet you. Ну что, давайте попробуем это чудо. Я взяла все вообще возможные начинки. У меня здесь грибы, кукуруза, сыр, оливки. Как это вкусно! Это очень похоже действительно на крошку-картошку. Она такая масляная, сырная и очень сочная. Класс, обязательно попробуйте кумпир в Стамбуле. Это что-то. Рекомендую съесть кумпир именно тут, в районе Артакёй. Местные говорят, что здесь самая правильная атмосфера. В описании под видео пропишу все названия еды, которую я пробую, и места, где я буду есть в Стамбуле. Я все советую от души и очень надеюсь, что вам это понравится. И вы будете довольны отдыхом в Турции, как этот ленивый кот. У Галатского моста нужно съесть знаменитый балык-экмек – рыбу в хлебе. Цена 20 лир. Марио из «Орла и решки» можно не искать, он везде одинаковый. Конечно, в Стамбуле нужно попробовать все виды кебабов. Местные говорят, что лучший донер-кебаб готовят в закусочной Шехзаде. О нем даже написали в Нью-Йорк Таймс. Мы брали их кебаб трижды, и каждый был идеальным. Цена 30 лир. Выше среднего, но стоит каждого рубля. По соседству находится еще одно легендарное место. Идем туда. А сейчас я решила заглянуть в заведение, которое входит в топ-20 лучших ресторанов Стамбула. Пойдемте посмотрим, что там. Ставьте видео на паузу, чтобы лучше рассмотреть меню и цены. Умножайте на 10, чтобы быстро пересчитать в рубли. Ресторан Зия особенно славится пиде – турецкой пиццей в виде лодочек. Они бывают сырные, мясные, овощные. Всегда есть вариант ассорти, чтобы попробовать все сразу. Я такой и взяла. Обычно в кафе, когда я заказываю айран, приносят просто пластиковый стаканчик. А здесь посмотрите, какая кружечка традиционная. Порция пиде оказалась больше стандартной. Давайте попробуем сырное. Посмотрите, сколько сыра. Он такой вкусный, такой горячий, тягучий. Ребята, это реально лучшее пиде в моей жизни. Я ела много пиде, но это просто вау. Еще я заказала стамбульскую классику – шампиньоны с турецким сыром. Посмотрите, оно все шкварчит, это грибы под сыром. Это так аппетитно, я хочу поскорее попробовать. Это божественно. Шампиньоны с горячим тягучим сыром. Это так вкусно.
На двоих без напитков мы поели всего на 600 рублей. И в конце нам еще предложили чай и кофе просто в подарок. Классно, мне очень понравилось. Пойдемте дальше. Еще в Стамбуле нужно попробовать кокоречь. Баранью кишку начиняют потрохами, обжаривают на вертеле до румяной корочки, разрубают, измельчают, посыпают специями и подают в хлебе. В интернете пишут, что эта еда – развлечение для туристов. Я так не думаю. В закусочных Гала Кокоречь, которые разбросаны по всему Стамбулу, всегда стоят очереди из местных. Посмотрите, вот так это выглядит. Мягкая булочка зажаристая и внутри много начинки. Пахнет остро. Кокоречь – турецкий стритфуд на любителя. В меру острый, на вкус специфический. Попробовать ради интереса стоит. Готовы к десерту? За ним отправимся на улицу Истекляль. А сейчас я буду пробовать турецкое мороженое дандурму. Фишка не в том, какое оно на вкус, а в том, как его подают. Продавцы мороженого в Турции всегда шутят и играют с покупателями. Они показывают такие трюки, что даже самый серьезный человек рассмеется. Я взяла классическое и ягодное мороженое. Это мороженое делают из козьего молока. Оно очень тягучее и тает медленнее, чем наше. Мороженое очень вкусное, обязательно попробуйте его в Турции. Сладкоежки, не переключайтесь, будем пробовать еще один вкусный десерт. Эта уличная еда очень популярна в Стамбуле, но раньше я о ней не слышала. Знакомые турки сказали мне, что я просто обязана попробовать ирмик хелваси. Это манная халва, в основе манка, прожаренная на сливочном масле с сахаром. Ее подают в бумажных стаканчиках с шариком мороженого. Десерт получается сливочным и нежным. Это очень вкусно. Мороженое холодное, а халва теплая. Оно здесь тает немножко, посмотрите, смешивается. Рекомендую. Конечно, в Стамбуле нужно обязательно попробовать баклаву. Раньше я думала, что она мне не нравится, но потом турки объяснили, что я просто ела не то. Баклава из картонной коробки и баклава из кондитерской – это совсем разные сладости. Оказалось, они правы. Перед приездом в Стамбул очень многие мне писали, чтобы я сходила в кафе Сафа. Здесь очень много традиционных турецких сладостей. Посмотрите, какое меню. Кунифе, баклава, очень большой выбор. Посмотрите, я взяла две разных баклавы на выбор. Одна из них называется хауч дили. Я не знаю, что это. И вот такая баклава с фисташками. Тоже какая-то необычная. Спасибо вам за рекомендации, сейчас я буду пробовать. Оказалось, что слово «хавуч» на турецком означает морковь, а баклаву так назвали, потому что ее пекут в форме морковки. Эта штука похожа на баклаву, но она как будто сырная. Там у нее такой яркий сырный привкус. Это очень вкусно. Так, давайте теперь попробуем вот эту. Она очень зажаристая. Здесь такое тонкое тесто, как вермишель, и очень много орешков, и она классно пропитана. Это действительно одни из самых вкусных турецких сладостей, которые я пробовала. Я очень рада, что я сюда зашла. Здесь же стоит попробовать турецкие сладости катмер и кюнифе. Да и все остальные тоже. И запить все это вкуснейшим чаем. В Турции его заваривают особенно хорошо. Мы движемся дальше. В оживленном Стамбуле всегда пахнет едой, а туристы и местные вечно что-то жуют. Чаще всего бублики. Еще одна уличная еда, которую нужно попробовать в Стамбуле, это бублик симит. Я взяла симит со сливочным сыром.
Он такой зажаристый, мягкий, одновременно хрустящий. Сливочный сыр его так классно дополняет. Очень рекомендую вам это попробовать, особенно с горячим чаем. Я постаралась показать все самое вкусное, но это далеко не весь список. У меня есть отдельный выпуск о турецкой еде. Оставлю вам ссылку. Посмотрите, чтобы знать, что стоит попробовать еще. Приятного аппетита! Или, как говорят в Турции, афиет олсун. Поддержите меня лайком и подпишитесь на канал. У меня для вас еще много интересного.